Доброе утро всем, ребятки и девчатки. Есть у меня вот такая бормашинка. Покупал я ее, наверное, лет 5 назад. Дремель 8200. Покупал ее в варианте аккумуляторной. Покупал из каких соображений? Очень большое количество оборотов, максимум до 30, вернее полные обороты максимальные 30 тысяч оборотов в минуту. Даже 33 тысячи, минимум 5 тысяч, максимум 33. Все время думал, что 30 тысяч. Вот. Дополнительно к ней купил второй аккумулятор. Там почти сразу же. Как долго держит аккумулятор, сказать не могу, но покупал из соображений, чтобы не получилось так, что не хватит. Всегда как бы вот двумя аккумуляторами обходился, не было такого, чтобы не хватило. Но всегда, конечно, заряжаю, чтобы ехал на заказ. Я там покупал из соображений открывания замков дверей, так как фреза при таких количествах оборотах и твердосплавных фрезах карбидовых еще ни один замок мне не устоял. Вот. Высверливаю внутри личинку, штифты, и потом замок сам, личинка выскакивает. Если не получается открыть самым таким шиттерным, самым экономичным, быстрым способом, приходится вот иногда вырезать саму личинку. Но, как показала практика, очень удобно и можно добраться с этим прибором или устройством или насадкой, благодаря насадке, вот куда угодно, и там, где другие инструменты не позволяют подобраться. Вот последний раз делал вот на этой парковке. Нужно было вот резьбовые эти резьбовые, как же тыч будет по-русски-то, резьбовые соединения отрезать. Вот ничего не подлазило, а вот этой машинкой я это все сделал. Ну и очень быстро, там был большой расход этих кругов, но сразу поехал и купил дополнительное. Вот насадку тоже покупал отдельно. Насадка там не была в наборе сразу. Есть к ней чемодан, но чемодан с собой не вожу, просто ее сразу в рюкзаке, она у меня лежит зимой и летом. Вот. Зарядка, конечно, дома, когда знаю, что вот там использовал это, приехал домой, зарядил, или зарядку беру с собой, потом перед заказом заряжаем, есть возможность. Вот. К ней отдельно покупал всякие расходники, ну и коробочку купил. Но это все вот такое вот несерьезное, ненадежное, поэтому было у меня две таких. Сначала одну купил коробочку, там приспособил как-то для хранения, потом купил вторую коробочку, тоже приспособил для хранения всяких там расходников. Но это все как бы не то. Здесь сверла, вот. Здесь маленькие фрезы, там, миллиметровые, еще меньше. Вот здесь карбидовые, всякие разные, вот, всяких разных размеров, круглые, плоские, длинные. Плюс есть алмазные. Вот здесь у меня всякие вот наждачки на круге одеваются. А вот здесь с Китая заказал себе такой чехольчик. Здесь вот храню фрезы, которые новые. Что такое, не могу достать. Вот здесь у меня хранятся фрезы новые. Плюс здесь, по-моему, у меня сюда, здесь вот полностью все новье. А уже когда, если один раз использую, нет, они тоже, ну тут парочку таких использованных, но они новые, вот еще нет. А та, которая уже там или от алюминия, уже все там забито, или уже такая
часто использованная, то их уже ложу туда вот, там где все расходники лежат, и это, чтобы они уже, ну, понятно было, что они рабочие. Вот, есть, вот здесь вот еще у меня есть такая вот в этих наборах продается фреза для, как же там Мальта по-русски будет. В общем, если вам нужно убрать плитку в ванной или где-то так же, как ее держит, ну вот как она по-русски-то называется, ну не клей, ну вот между этими, как его, между плитками, вот на соединениях, вот эта вот часть заполняется материалом, как он правильно называется-то по-русски. Вот, не вспомню. И вот в этих продается так называемая эта вот фреза, которая это вычищает, так как в основном держит не клей, а именно вот это вот по квадрату этот вот материал. Споровачка по-чешски, как же по-русски-то. Вот не могу вспомнить. Плюс, ну, я тут уже, по-моему, есть или нет она? Да, вот она, вот эта фреза. Вот она убирает этот материал. К ней там есть еще специальная насадка, чтобы не летела в глаза. Но я уже так научился. Включаю потихонечку, езжу, вычищает. Плюс здесь у меня две таких вот, одна пилочка, а два таких, назовем их ёршика. Это если вот ключ поломанный остался в личинке, то это немножко тоньше, это немножко толще. И вставляете, а назад как ёршик, и он вытаскивает это. Ну или вот эта вот пилочка тоже можно пробовать. Это вот так вот храню отдельно, чтобы знать, чем можно вытащить поломанный ключ, если ну, изначально это пробуешь, чтобы потом не сверлить. Ну, а если нет, то уже, конечно, сверлим. Так, это не то. Вот такой вот футлярчик у меня тут лежит. Плюс тут есть еще вот такие вот фрезы. А, нет, это сверла. Да. Длина 18 миллиметров. Вот. Объем 1,5 миллиметра. Ну, без станка, короче, сверлить не это. Не рекомендую. И есть еще у меня, ребята, одно сверло. Вот. Против этого сверла еще ничего не устояло. Ни один замок, ни одна личинка. Сверло дорогое. В порядке стоит где-то в районе 50 баксов. Но форму имеет очень интересную. Никто бы никогда не подумал, что это сверло. Сейчас покажу. Вот такую вот оно имеет форму. Вот. Но сверлит. Вот тут у него какие-то наплывы остались от материала. Ага, вон они оскакивают. Вот. Но ничего ему еще не было. И в ближайшее время вряд ли будет. Использую его тоже, наверное, лет 6. На вот эти всякие твердосплавные или твердосоединительные, или как их правильно назвать, личинки. Сверлит, ну, конечно, усилие создается, все, но ни одно сверло с ним сравниться не может. Сплав карбид с кобальтом, вот. Но вот выше всех похвал. Использую его только для личинок, только для замков, больше нигде. Вот. Так что работает бесподобно. Но это уже как в крайних случаях, когда уже и фреза не помогает, не могу достать из каких-то соображений, все, то вот им высверливаю личинки. Так. Вот такое сверлышко у нас есть. Так, хотел показать, как крепится. Круги крепятся вот таким способом, простым и оригинальным. Вот такой патрон. Его нажимаете, оттягиваете, так просто поворачиваете, снимается. Вот таким образом он это все делается. Вот простое такое соединение, это оно. Эти круги тонкие, этот покупал, по-моему, сколько это, сейчас я вам скажу, точно не помню. Так, максимально 35 тысяч, толщина 3,2 миллиметра, да? Да, есть, но есть у меня тут еще и тоньше. Они-то были, вот, может вру.
Не помню, но они уже все такие обработанные, не это. Вот. Так что вот так оно работает. Ну, патрон держите ключом. Покажу, как я это делаю. Вот. Купил новеньких. Вот. Можно купить зачистной, очистной, можно купить отрезной. Вот. Можно купить, там есть и по плитке, по керамике, такие металлические, с напылением алмазным. Вот. Ну, для разных задач, для разных целей. Плюс тут вот щеточки, зачистные войлок, паста вот у меня тут есть, вот полировочная. Так. А работает он примерно так, или как меняю. Ну, вставляю сюда такое приспособление, чтобы как-то это держалось. Вставляете сюда сжатель круга. Так, здесь вот есть такой ключик. Вот. Зажали. Ну и все, и можно резать. Убирать не надо. Обороты ставлю на минимум. Включил. Ну а потом тут показывает, сколько заряд батарейки. 1, 2, 3. И вот увеличиваем количество оборотов. Максимум. Вот. Ну, нужно резать осторожно, потому что тонкое, колебание, все. Круг не разлетается. Круг не разлетается. Ломается вот этот вот, так сказать, металлический ободок внутри. Вот этот ободок. И все, круг просто болтается сам по себе. Этот само по себе круг стоит и все. Чтобы как-то круг разлетелся, не было. Была то ли слабо закреплена фреза. Замок один высверливал. И вот фреза вылетела и воткнулась в дерево. Воткнулась хорошо в дверь. Там, не в дверь, а в коробку. В общем, если куда-то попало, я не знаю, в тело, то приятного было мало. Поэтому зажимаю максимально, насколько хватает сил. Вот. Ну или можно таким образом, вот как я вставлял сюда, да. Но есть еще этот, вот есть еще так называемый замок. Нажимаешь его, и он держит. Ну, как, чтобы сильно тут, потому что это уже тут угловая передача, чтобы не рвать шестеренки, так этот узел исключаю и держу уже вот здесь сразу. Вот, не забывать просто потом вытащить. Ну, раз оставил, ничего страшного, он просто не включится и все. Вот. Ну, а когда ходил, покупал после парковки ходил, покупал. Я хотел же вытащить себе эти расходники, круги, то увидел такой там набор, коробочку. Ну вот, решил ее купить, чтобы сразу уже все было на одном месте у меня. Посмотрим, может зря деньги выбросил. Сейчас мы с вами и посмотрим, насколько это все было оправдано. Чтобы уже было все, да что ж, я торможу, все в одном месте было. Может и зря, может и нет. Сейчас посмотрим. Так, это мы отложим. Так, ну, а здесь тоже вот еще плюс есть такие вот шлифовальные круги, или как их называть, насадки, скорее всего, да, там полировочные, такие круги. Вот есть бобинка, на которую сюда одевается уже вот такие вот бумажные. Вот, через болтик раскручивается, да, полировочные. А есть еще вот круги, так они одеваются на вот такой вот мягенький. Вот. Раз, и он уже там держится. Вот. Все, плюс паста. Тут еще и этот брусок положили. Такой маленький. Ну вот,
Вот такое вот это. Ну, даже тут сверло одно было. Плюс патрон есть. Вот. Ну, какой-то он корявый. Наверное, друзья китайцы прислали. Вот. Но этим пока еще вот этими насадками еще не пользовался.